мы разберем фрагмент матча, который, я думаю, известен очень многим поклонникам тенниса. И также, посмотрев на реакцию зрителей, подписчиков канала, попробуем сделать отдельную рубрику видео с анализом известных матчей, а именно тем, что я говорил в прошлом видео, это состояние. Управлением состояния игроков топ-уровня, переходом с одного состояния в другое, изменением, реакцией, которую мы видим на экранах с точки зрения ошибок или попаданий, связь между ошибками и попаданиями и с перехода из одного состояния в другое. Попробую разобрать матч Федерер-Джокович 2011 года, полуфинал, по частям. Для любителей тенниса со стажем, я думаю, всем понятно, что до этого года был предыдущий год, в котором Федерер тоже проиграл Джоковичу с 2 матчболов, с двойного в 5-м сете. И начну с самого известного момента, который видели все. 5-3, 40-15, 5-й сет. Итак, в видео про ментальность я говорил про 4 главных состояния, в которых находятся игроки во время матча. Страх, счастье, несчастье и ярость. Мы начнем с момента, который наверняка видели все, в том числе и я. Это лицо Джоковича при счете 5-3, 40-15. Я помню, я смотрел даже в 2011 году это видео, и потом кто-то смонтировал видео, где просто Джокович много раз уже обыгрывал Федерера с матчбола, и там были прям матчи, в которых Джокович уходил от Федерера с матчболов. Они были смонтированы группой в одно видео. Мне было интересно смотреть это видео. Мне все время запоминалось лицо Джоковича. Вот лицо вот это. И для меня это лицо всегда, до того момента, пока у меня не возникло желание это сделать видео, и я не пересмотрел этот матч более подробно, для меня всегда это лицо означало, что ты красавчик. Ты играешь просто супер. Но сейчас я покажу, что такое супер на самом деле. Для меня оно означало восхищение, и я оставался, грубо говоря, 13 лет при таком мнении, что Джокович восхищался игрой Федерера, когда он приобрел двойной матчбол и подавал на матч в 5-м сете. Также, наверное, неплохо в этом моменте перед подачей на матчболе посмотреть на лицо Федерера. В принципе, я не хочу заходить в какие-то дебри с первых сетов, да, что Федерер выиграл 2 сета первых, потом 2 проиграл, просто уже был брейк, да, и до 2012 года эта статистика везде доступна. Перечень побед у Федерера над Джоковичем был больше. Не знаю точно, сколько US Open'ов уже выиграл до 2011 года. И я уверен, что до этого матча Федерер 100% был фаворитом в полуфинале перед Джоковичем. Это не был какой-то мальчик, у которого там тряслись руки, который стоял против Джоковича и думал, боже, я подаю на матч, я могу обыграть самого Джоковича. Это был Федерер, который выигрывал уже не единожды US Open, и Джоковича тоже обыгрывал не раз. Лицо Федерера было каменным, и просто покажу эти видео для сравнения, да, как подавал, каким лицом Федерер, и вот то лицо Джоковича, о котором я сказал. Итак, подача на матч, и вот этот вот прием справа на отмашь. Что это было? Может ли человек, проводящий 3,5 часа на корте, играющий 5-й сет против Роджера в полуфинале US Open, быть безразличен к результату? Нет. Может ли быть настолько смел, что принять подачу вот так, и опять же свой, грубо говоря, 2-недельный тур, который заканчивается там или полуфиналом, или финалом, а может быть и победой US Open, подвести в итог на 1 удар? Не думаю. Можно будет вставить фрагмент интервью, что сказал Джокович в этот момент после матча. He was serving, he was 40-15 up, and yeah, I mean, I managed to hit that amazing forehand return, which got me back. I got a little bit of energy from the crowd, and I fight it back. I needed to stay positive, and
I definitely didn't want French Open to happen again, and it was incredible last 2 games. Can you describe what you were thinking on the first match point before you blasted that forehand return? If it comes in, it comes in. It's a risk. You know, it was last year, very similar situation. He was at 2 match points up, and you know, I was hitting a forehand as hard as I can, and you know, you're gambling. If it's out, you're lost. If it's in, you maybe have a chance. So I was lucky today. Но для меня очевидно одно. В этот момент Джокович находился в состоянии, которое я описывал в прошлом видео про ментальность, в ярости. Он не думал о последствиях. И продолжив анализировать это видео, я убедился в том, что я был прав. И попробую сейчас поделиться с вами тем, до чего я докопался, когда анализировал этот матч. Но для этого надо будет вернуться назад. Это 4-3, 5-й сет. При счете 2-2, 3-3, в принципе, 1-1 бралась своя подача легко. И вот при 3-3 взял свою подачу Федерер, да, счет стал 4-3 и подает Джокович. И это была именно та подача, которую он потерял, которая впоследствии повлекла за собой 5-3, и Федерер подавал уже с брейком на матч. Так ли фантастически сыграл Федерер в этом розыгрыше? Или кое-что все-таки было? Я не настолько глубокий специалист в психологии, чтобы анализировать состояние игроков в 5-м сете полуфинала US Open, тем более игроков такого уровня Федерера и Джоковича. Я думаю, что страха там точно не было. Счастье и несчастье в большей степени, наверное, там управляемо, потому что там нет перепада, и счет 4-3 с брейком, без брейка он не дает возможности там панически опускать руки. Я считаю, что они находились в ровных состояниях, кто-то, наверное, испытывал чуть больше страх, кто-то чуть меньше. 5-й сет, можно углубляться дальше, что 2 первых выиграл Федерер, а Джокович выиграл 2 последних, что он мог быть увереннее. Но это очень глубокая тема, и в нее вдаваться не буду. Я разберу именно этот момент. 4-3 и первый розыгрыш в этом гейме, когда Федерер забивает справа по линии. И вот эти вот аплодисменты Джоковича, где он хлопает ребром, я не знаю, задумывался кто-то об этом так, как подумал об этом я. Наверняка да, особенно, может, те люди, которые видели этот матч прям вот так вот, вдумываясь. Что показывает Джокович этим ребром? Что он стучит сил, что он показывает? Он бесится. Он бесится от того, что перед линией, которую забил Федерер, у него сорвался мяч. И сорвался с ребра. Но люди, наверняка многие, не имеют там такого уровня, там, чтобы понять, там, срыв Федерера был или нет. Тем более, там не такой явный срыв, там, что для любителя это понятно. Тем не менее, там был срыв. И вот угол, да, который открывал Федерер себе под завершающий удар по линии, он у него получился не совсем четким ударом. Джокович срывается. И вместе с этим срывом он меняет свое состояние. И есть еще короткое предисловие, я попробую вытянуть это на экране, я думаю, это несложно будет сделать. Я набросаю Никите моментов, что все-таки, да, это не изменить, и я думаю, что Джокович никогда это уже не изменит, несмотря на то, что, я думаю, никаких людей уже величие которых будет превосходить величие Джоковича не будет, что вопрос год в теме тенниса закрыт, но тем не менее поддерживали их неравноценно. И если просто вытянуть на красивый мяч аплодисменты Федерера, да, на этом стадионе и аплодисменты Джоковича, то на протяжении всей игры поддерживали гораздо больше Федерера. И это было очередной такой каплей, что даже на такой розыгрыш, который сорвался с ребра, Федерера поддерживали больше. Джокович никогда не станет, наверное, любимчиком публики. Опять же, эту тему я не буду развивать, просто так Федерера любили больше. И вот Джокович похлопал, вот эти его истерические аплодисменты, и он теряет подачу на счете 0-40, не выиграв ни одного мяча. Делал ли что-то фантастическое в этом розыгрыше Федерера? Наверное, кое-что он делал во втором розыгрыше. Там еще хоть как-то Джокович играл. Остальные мячи просто Джокович отдал, и счет становится 5-3. Что изменилось? Выиграл ли такой мяч феноменальный Федерер, который сломил Джоковича? Нет. Изменилось ли настолько счет от срыва мяча в диагональ и от забитого мяча по линии? Нет. Изменилось состояние Джоковича. Изменилось состояние, и он вышел в ярость.
он начал терять контроль над собой и начал беситься. И бесился, наверное, где-то в какой-то степени, не в предельной степени ярости, но просто был жутко раздражен. И это видно. Это видно на экране, что он теряет контроль. И его вот это приумножение, его расстройство, его недовольство собой, оно шло по нарастающей до счета 5-3. Стадион взрывался на каждую ошибку Джоковича, еще более поддерживая Федерера. Хотя, я повторюсь, по моему мнению, Федерер ничего со счета 4-3 до счета 5-3, 40-15, как и до конца игры в целом, не сделал сам. Итак, возвращаемся к тому, с чего начинали. Счет 5-3. Федерер подает на матч. Момент X наступит на счете 40-15, но до счета 40-15 Федерер, повторюсь, не сделал ничего. Он подал один эйс, и Джокович допустил 2 ошибки. При счете 30-15 Джокович снимает кепку. Не знаю, вызвано ли это было уже каким-то окончательным раздражением, что раздражало все, и он снял даже кепку. Ошибается еще один раз, стадион ликует, и теперь посмотрим по-другому на лицо Джоковича, которое мне всегда казалось восхищением перед игрой Федерера. Это просто предельная степень раздражения, и это лицо говорит: да, он играет супер, да, он бог. Вы такие специалисты, вы фантастически разбираетесь в теннисе, он играет супер. Вы ликуете от того, что я не могу мяч перебить. Да, он бог, да, он красавец, он лучший. И вот в этом состоянии, вот это лицо мне понятно гораздо больше, чем в том, в котором я всегда его видел. И именно вот это вот бешенство Джоковича, именно вот эта раздраженность публикой, атмосферой, всем, что его так поддерживают Федерера, а его нет, и что хлопают, по сути дела, на его ошибки, просто толпа ликует, потому что это Федерер, именно оно, это состояние, подводит Джоковича под прием на счете 5-3, 40-15. И он получает переход. Он получает переход из ярости ближе к счастью. Он еще находится в страхе и, наверное, больше уже в осознанности, чем на прошлом приеме. Да? То есть следующий прием на 30-40 это показывает. Федерер подал очень неудобно. Но мне очень хочется обратить внимание на реакцию. Да? Когда Джокович попадает в этот прием, и этот прием проходит, он обращается к зрителю и показывает: вот это теннис, вот так вы хотели, чтобы я играл, вот так, вы же хотите, чтобы играли круто, почему вы хлопаете ему на ребра, а мне не хлопаете на такое? И он получает эту эмоцию, люди встают, и к тому углу, в который он идет, люди реагируют очень положительно, они хотели зрелищ, и он им их дает. Федерер покерфейс. Лицом не показывает ничего. И, наверное, если бы кто-то смотрел матч первый раз, все бы сказали: да нет, Федерер не отреагировал. Но обратите внимание, что происходит. Федерер подает на 30-40 первую подачу, подает ее очень хорошо в тело. И для тех, кто смотрел этот матч или кто захочет пересмотреть этот матч, пересмотрите. Вся игра Джоковича, которая давала результат на протяжении вот этих 5 сетов, была построена на приеме влево. И он принимал настолько быстро, настолько глубоко влево, чтобы не дать Федереру забежать. И Федерер забегал при малейшей возможности вправо, внутри розыгрыша на подаче, внутри розыгрыша на приеме. И он строил игру через удар справа. Естественно, уровень Джокович не давал ему забегать постоянно. Но Федерер забегал очень много и очень успешно. И вот здесь Федерер забегает, да, бьет в трос, и от троса уходит в аут. И Федерер теряет, грубо говоря, второй матчбол. И кажется, что, это же всего лишь трос, все четко было сделано, что Федерер не поплыл. Но это не так.
При счете ровно Федерер подает подачу, обменивается 2 ударами с Джоковичем. И здесь уже мяч вывешивается просто откровенно в центр. И вот здесь, я думаю, уже у самых таких скептиков, которые хотят усомниться, что Федерер поплыл в этот момент, никакого сомнения не возникает. Он забегает с центра корта и практически метр обратным кроссом бьет в аут. Это очень грубая ошибка для Федерера. Эта ошибка даже, по-моему, есть на повторе. Ее можно посмотреть, насколько она груба для уровня Федерера. И он делает это 2 раза подряд. Он ошибается на матчболе забегания с центра корта. Да, пускай там был чирк, здесь это уже колоссально грубо. Опять же, лицо Федерера не показывает ничего. Это не какие-то мальчики с улицы. Никто здесь реагировать там попаданием на колени, там, хватанием за голову не будет, бросанием ракетки. Но, тем не менее, внутренне Федерер меняет свое состояние, и от изменения состояния Федерера меняется состояние Джоковича. Но оно меняется не с точки зрения проявления Федерером какого-то негатива, который видит Джокович, а с точки зрения счета, который меняется и дает Джоковичу положительные эмоции. Счет становится меньше после этой грубой ошибки Федерера, и сомнений не остается, что Федерер поплыл, но тут эйс. И казалось бы, ну все, он выравнивается, и это не так, это же Роджер, он не ломается. Но для тех, кто хочет в этом разобраться, я предлагаю посмотреть последующие 2 мяча, особенно двойную, на меньше. Опять же, 2 ошибки грубые для Федерера подряд, и гейм уходит. Я немножко забегу вперед и скажу, что в целом со счета 5-3, 40-15 Федерер выиграл 1 мяч на эйсе, да, 1 мяч на подаче Джоковича при счете 5-4, 1 мяч на своей подаче при счете 5-5 и 1 мяч на подаче Джоковича на 6-5. Суммарно, да, вот с этого счета, если взять 5-4, 5-5 и 6-5, за 3 гейма Федерер выиграл 3 мяча. Его игра полностью для меня закончилась, и пересматривая матч, я убеждался в этом не раз. Абсолютно пропала острота ударов, он полностью сводил игру в середину, выигрывал какие-то отдельные мячи на ошибках Джоковича. Федерер абсолютно провалился со счета 5-3, 40-15, не использовав двойной матчбол. Не знаю, влияла ли на это память, давала ли она ему какое-то осложнение с точки зрения контроля эмоций, что это произошло в 2010 году, и что он проиграл тоже Джоковичу с матчболов на US Open. Но состояние однозначно изменилось, и переход этих состояний — это как раз именно то, что мы рассматривали в нашем прошлом видео, и в этом видео мы могли наглядно убедиться, как переход из одного состояния в другое влияет на счет и, соответственно, на результат. И даже на играх такого уровня игроки имеют влияние с точки зрения результата на состояние. И как бы ни старался Федерер покерфейсом скрыть, что это на него не повлияло, этот прием, то, что это всего лишь 1 очко, тем не менее этот прием изменил главное, он изменил состояние. Confidence? Are you kidding me? I mean, please. Look, some players grow up and play like that. I remember losing junior matches and they just being down 5-2 in the third, and they all just start slapping shots, and it all goes in for some reason because that's the kind of way they grew up playing when they were down. I never played that way, and I believe in hard work's going to pay off kind of thing, you know, because early on maybe I didn't always work at my hardest. So for me, this is very hard to understand how you can play a shot like that on match point. But look, maybe he's been doing it for 20 years, so for him it was very normal. You gotta ask him. И это состояние, которое изменил Джокович этим ударом, дало 4 гейма подряд. Со счета 5-3 Джокович выиграл 7-5. И повторюсь, Федерер выиграл со счета 5-4. Да, если взять с счета с 5-3, 40-15, то Федерер выиграл всего 4 очка за 4 гейма. Это возвращаясь к тому, что я говорил, насколько важнее состояние, чем очко или счет. Что это такой длительный процесс, в
котором счет просто пролетает, как пейзажи в быстро двигающемся поезде в окне. Учитесь управлять своим состоянием, подписывайтесь на канал, будем вместе разбираться с вами в ментальности, в состояниях, которые пребывают игроки, и как управлять этими состояниями. Не старейте на корте. Пока.